Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Будет ли она мстить? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Не стесняйтесь писать комментарии. Кому лень писать комментарии, ставьте просто смайлики, сердечки, которые вы так любите. Для продвижения видео, для продвижения канала я буду очень вам благодарна. Итак, погнали. В каких энергиях вы находитесь? Знаете, вот сейчас вы находитесь в более таких, я бы назвала это более холодных таких энергиях. Хотя на самом деле вот вы совершенно другой человек. Вы сейчас, возможно, проходите период довольно непростой. Этот период может быть связан с женщиной, поэтому вас эта ситуация и обозлила. У кого-то сейчас эта история длится, да, вот как всегда, кто меня смотрит, кто смотрит мои видео, в принципе, вы знаете, что я стараюсь озвучивать и для тех, кто сейчас вот пребывает в этом состоянии, и те, кто прошел этот этап. То есть, может быть, что вы какие-то разборки, разводы вот как раз либо проходите, либо же прошли не так давно, поэтому осадочек остался. Могут быть еще какие-то дележки, сплетни, скандалы. Ну, то есть, вот эта вся негативная кутерьма, которая сопровождает развод. Либо же вы уже это пережили. Но я вам скажу, вот те, кто пережили, вы еще легко отделались. Вот вы, ну реально, вы легко отделались, и то, что вы разошлись, это пойдет вам на пользу, так сказать. Может быть, вам это будет казаться странным, но если бы вы остались с этим человеком, вы бы реально, ну, себя либо же на тот свет отправили, вот именно морально, психически, физически, как угодно, да, именно из-за стрессов, из-за каких-то обострений болезней на фоне стресса. Но вы бы себя угробили, это 100%. Поэтому скажите спасибо, что высшие силы, ну, как это казалось бы, да, вот не больно, обидно, но высшие силы вас спасли в каком-то смысле. Вы человек, который, знаете, вы очень такой любвеобильный, хочется вас назвать. Вы очень темпераментный, вообще по характеру, да. А последнее время вообще ваши эмоции, ваш темперамент, вообще вся жизнь как-то зашкаливает. Больше может появиться агрессии, может появиться какая-то повышенная, ну вот реально обозленность, агрессивность какая-то. И это касается не только женщин. Здесь может, помимо того, что вот женщина ваша достала до такой степени, да, вот и своим осадком, она, ну как бы уничтожила вашу жизнь в каком-то смысле. Здесь еще может идти полная усталость вообще от вот этих забот, хлопот. Вы устали, несмотря на то, что да, вы мужчина, вы сильный мужчина, но есть некая усталость, которую вам хочется поменять на какой-то, ну такой на отдых, который избавит вас от всего и от всех. Это та ситуация, когда, знаете, вот хочется куда-то умчаться, мало того, что сменить обстановку, но хочется отключить все гаджеты, все телефоны, все подключать, чтобы вообще ни одна живая душа не дозвонилась. Ну, хотя бы, ну, как минимум, хотя бы недельку, да, либо же несколько дней, чтобы просто перезагрузить мозги, перезагрузить вообще свои чувства, эмоции, чтобы немножечко так побыть наедине с собой и отдохнуть морально. У вас острая нехватка именно вот этого морального отдыха. У вас вообще, знаете, такой период, я бы еще назвала, очень активный. Может быть, поэтому вы и выдохлись. У кого-то это много забот, проблем. У кого-то это постоянные вот поездки еще могут проигрываться. Эти поездки могут быть связаны и как с работой, и, ну, не обязательно, может быть, вы какие-то вопросы решаете, то есть вы постоянно в такой движухе вот находитесь, вы абсолютно не сидите дома, вам некогда скучать. Именно из-за решения вот этих дел, проблем, да. Причем еще, знаете, масло в огонь может подливать ваша бывшая, особенно те, кто недавно разошелся. Вот
Здесь могут быть какие-то нападки, здесь могут быть какие-то конфликты с ее стороны. Такие своего рода, знаете, вот, ну, негативные моменты, провокации, именно претензии, да, особенно вот еще раз повторюсь, у кого вот эти вот все разрывы, разводы свежие очень. Здесь, ну, опять же, да, я повторюсь, довольно часто в раскладах у нас выпадает, что вы человек, который исключительно семейный. Но так уж, к сожалению, сложилось, что вот даже на дне колоды сейчас вы остались один. У кого романы, ребята, я даже вас не беру во внимание, потому что вы сами прекрасно понимаете, романы это все временная история, это так, поматросил и бросил, развлекся кто-то для развлечения, да, чтобы дым из ушей не шел, так сказать, да, чтобы не лилось из всех дыр, грубо говоря. Это чисто какая-то у кого-то как разрядка. Поэтому я беру во внимание, вот кто меня смотрит, именно серьезные отношения. Вот сейчас вы находитесь один-одинешенек, почему я и говорю, что хочется как-то уединиться. Помимо той усталости, которая у вас накопилась от житейских забот, проблем, у кого-то тяжелая работа, хочется просто отдохнуть моральной душой. Помимо того, что вы человек семейный, да, вот рядом возле вас сейчас я не вижу женщины, которая могла бы стать вашей новой женой, так скажем, да. Если те из вас, кто сейчас находится все-таки в отношениях, да, потому что общий расклад, я и для вас делаю акцент, ну, ваши отношения построены исключительно на выгоде, на денежно-рыночных отношениях. Здесь абсолютно точно видно, что женщина вас использует как, ну, такой ходячий живой кошелек. Вы работаете, вы впахиваете, вы приносите деньги, вы содержите семью, детей, ее красивую жизнь. Вот для этого вы и нужны. Но вот те, кто сейчас в отношениях, да, эти такие, знаете, периоды, которые у вас могут быть в отношениях негативные, конфликтные, они будут учащаться все больше. Я почему на вас и остановилась? Потому что, ребята, вот я вижу, что вы цепляетесь за эти отношения. Я вижу, что ну, для вас ребенок и семья – это очень важно. Вы пытаетесь склеить то, что уже склеить вряд ли получится. Конфликта будет больше. Вот у вас карта иллюзий выпала. Да? Вы живете в иллюзиях, вы витаете в облаках. Вам бы хотелось, да, вот за ту самую, ну, за волосинку, за соломинку ухватиться, чтобы спасти семью. Кто-то ради детей, кто-то еще любит свою женщину, пытается как-то вот закрывать глаза на разные ее выходки. Но, тем не менее, дальше будет хуже. Абсолютные иллюзии. Вот иллюзии. Это дорога в никуда. Вы пытаетесь склеить то, что склеить нельзя. Итак, погнали дальше. Смотрим. Какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад, да, вот будет ли она мстить или нет, давайте-ка будем разбираться. Ой, какая дама лживая. Сразу же, вы посмотрите, вот настолько холодные такие мужские энергии, да, вот на картах у нас выпали, и сразу же это первая ее характеристика, это лживая женщина. Нравится кому-то или нет, да, вот особенно кто еще до сих пор витает в облаках и, может быть, мечтает вернуться, да, вот именно для вас я делаю акцент на том, что этот человек таким же и останется, вот она как была лживая, она такой же и будет. По Луне она мутная, она настолько мутная, причем еще, знаете, ребятушки, берите валидол, карвалол, там, я не знаю, сердечные, какие угодно. Но я сейчас такие скажу вещи, которые, может быть, кого-то из вас шокируют. Вот эта женщина, она может страдать еще расстройствами психики. Знали вы это, не знали? Напишите в комментариях. Может быть, вы подозревали. Эта женщина может какие-то такие выходки, знаете, устраивать, что-то такое чудить. Я даже вот, к примеру, даже я не знаю, что придумать, да, потому что у кого нарушение психики, у них там свои тараканы, свои чудеса. Ну, то есть это могут быть какие-то неадекватные поступки. Она может говорить что-то, какую-то несуразицу, что вообще не вяжется никак, ну, ни с какой логикой. Она может быть
чрезмерно агрессивной, да, ну то есть это женщина, вот с которой вы либо же жили, либо же кто-то живет еще, ну доживает, да, вот если так по-честному, я бы назвала скорее, что ну доживаете свои последние, так сказать, ну недели, может быть месяцы, кто-то доживает, насколько хватит вашего терпения. Да, очередной ее какой-то выходки может быть. То есть это человек очень конфликтный, это человек, который, знаете, она будет, ну реально, она будет делать из мухи слона, она будет обвинять весь мир, да, все вокруг виноваты, только не она виновата. Она будет, ну, творить такие чудеса, которые, знаете, вот реально со стороны будешь смотреть на какие-то поступки этой женщины, на то, что она делает, говорит, и начинаешь сомневаться в ее адекватности. Вот в таком, да, вот ключе. Я пытаюсь так попроще вам это все объяснить, чтобы вы все поняли. Напишите, есть ли такие моменты, были у вас подозрения по поводу ее нервно-психического состояния, да. Здесь у некоторых, опять же, да, поскольку общий расклад, почему я постоянно говорю, что у некоторых, потому что у кого-то резонирует один момент, у кого-то резонирует второй момент, поэтому под себя как-то вот переворачивайте. Женщины, которые меня смотрят, конечно же, вы переворачиваете под себя, это значит, я рассказываю, считайте, что о ваших мужчинах, то есть женщины переворачивают просто информацию. Смотрите, у некоторых может даже проигрываться, что эта женщина, она, ну, она реально, либо же она в одном шаге от психиатрической больницы, ну так, говорю как есть, либо же она на грани, вот знаете, но это, ну я не знаю, это может быть какая-то либо же затяжная депрессия, да, диагнозы я никому не буду ставить, это к докторам диагнозы. Это может быть такое состояние у нее происходит, когда, знаете, вот вся жизнь потеряна, когда все пошло не так, когда все пошло вообще наперекосяк, да, то есть здесь могут проигрываться энергии сейчас, что ей реально очень и очень плохо. Давайте будем разбираться, почему очень плохо. Настолько вот негативной энергии, настолько вот любительница богатеньких буратин, да, вот пентаклевый у нас король выпал. Очень такая, она, знаете, обиженная на судьбу, что ли. Вот она очень обижена на судьбу. Она плюс еще, смотрите, она в своей жизни либо же сама увлекалась, там пыталась как-то магичить, да, вот какие-то ритуалы делать, что-то такое чудить. Но у нее это не получалось, она абсолютная дилетантка в этом. Она пробовала это однозначно, что-то делать, может быть, привораживать, там, привороты, отвороты, вот эти все дела, да, какие-то гадости делать. Но она в тупике была, у нее это не получилось, она не добилась той цели, поэтому можете особо не переживать. Но есть вариант, что она ходила и к другим. Если она сама не очень-то умела, она могла ходить к другим там каким-то бабкам, деткам, да, которые этим всем владеют уже более в совершенстве. Женщина, которая, знаете, вот она и сейчас, да, она страдает, но она продолжает манипулировать людьми. У нее были романы, вот это для тех, кого интересует, у нее были романы, но мужчины, они настолько как-то не задерживались, помимо того, что они видели ее вот это вот нервно-психическое такое состояние. Она ведь и с ними, она точно так себя периодами неадекватно вела. Это могли быть какие-то неадекватные выходки, точно так, как с вами. Точно так и там они были, с другими мужчинами. Поэтому, знаете, у меня такое ощущение, что на эту женщину мужчины периодами смотрели как на какую-то, ну уже, извините, на умалишенную. Ну, по-другому я никак не назову, потому что, ну, нормальный, адекватный человек, ну, просто, ну, не может себе позволить так себя вести, либо же говорить такие вещи, какие она периодами говорит. Вот как будто ее накрывает. Кто-то может подумать, что, может, в тебя вселился кто-то, да, вот такие мысли могут быть у людей. Ну, то есть, ну, человек бескрышный, моментами она бывает бескрышная. Она как-то вот загрустила. Вот она загрустила. Давайте будем все-таки более подробно разбираться, почему она загрустила, да, в чем проблема, все-таки будет ли она вам мстить. Может быть, она вас в чем-то винит.
Она загрустила, потому что вот когда-то, когда она была с вами, она была, ну вот, любимой женщиной, да, она была императрицей, она была вашей королевой. Вы ее кружили как могли, да, в меру своих способностей, в меру своих возможностей, да. Понятно, что все не олигархи, не миллионеры, но тем не менее вы старались, и она это понимает. Она понимает, что она потеряла именно человека, который все делал для нее, который растворялся. Хотя, да, у вас были с ней периоды таких стычек, когда вы еще были вместе, у нее есть, в принципе, к вам претензии. Напишите в комментариях, вот как вы считаете, могут быть у нее претензии к вам или же нет? Вот как вы думаете, какие у нее могут быть претензии? Сейчас мы не будем разбираться именно по поводу претензий, потому что у нас немножко о другом расклад. Но тем не менее, смотрите, у нее похоже, началась какая-то, вот знаете, вот то ли это ностальгия. Это ностальгия по прежним временам, по тем временам, когда вот она была королевой. Потому что сейчас она себя таковой абсолютно не чувствует. Вот сейчас ей плохо душевно, морально, как хотите. Вот сейчас она себя чувствует, ну, одинокой до мозга кости просто. Вот одинокой. Вот даже у нас выпали карты из колоды, да, которые говорят о том, что когда-то она чувствовала себя победительницей, она была на коне, она была в браке. Она была в браке, у нее была стабильная жизнь. Она себя чувствовала уверенно в завтрашнем дне. И по башне, да, вот у нас выпала из колоды башня, она это все разрушила. Она разрушила своими словами, своими поступками, да, вот у каждого это будет по-разному. У кого-то это измена, вранье, еще какие-то моменты. У нее происходит сейчас период, я не скажу, что это период переоценки ценностей. Нет, абсолютно, потому что такие люди, ну, помимо того, что они, ну, не очень дружат с головой, ну, как правило, у них не бывает переоценки ценностей. Как правило, такие люди, вот как я говорила, вот они обвиняют других. Вот она сейчас, вот на дне колоды у нас, она сейчас в тупике, она в жизненном тупике. Причем, смотрите, сейчас вот я уточню, обвиняет ли она во всем вас или нет. Вот претензии у нее есть. Претензии есть. У нее претензии, во-первых, финансового характера, вот материально-финансовые какие-то нерешенные дела, очень жадная до денег. Здесь может быть, либо вы ей что-то не дали, да, вот на что она рассчитывала, когда вы разводились, что-то вы не додали, может быть, меньше денег, может быть, она хотела побольше квартиры отсудить, да, ну, то есть вот такие моменты, потому что, ну и хотелось урвать побольше, вот побольше. Плюс она считает, что как раз вы находитесь под влиянием, ну, какой-то, я не знаю, порчи, магии, как угодно называйте. Вот она считает, что все-таки вы разошлись не по ее вине, а она считает, что это вот сам дьявол развел вас. Понимаете? Это, я не знаю, вам виднее, конечно, анализируйте, думайте, едет у нее крыша, или же это действительно может быть, что вас развели вот какие-то мистические силы, да, может быть, у вас завистники там были какие-то, но это уже нужно смотреть на личных раскладах. Поэтому вот она считает, что здесь не без магии, да, обошлось. Плюс у нее есть обида, что вы сейчас не даете ей денег. Вот она привыкла, что вот вы ей там раздавали подарки, деньги, да, хочешь пирожное, хочешь мороженое, да, как в мультике было. Но вы этого не делаете. Вот вы поставили точку, ушли и все, и захлопнули за собой дверь. А ей это не нравится. Она начинает все больше злиться, она начинает все больше переживать. У нее острая нехватка денег сейчас, у нее вообще сейчас все пошло наперекосяк. А вы вот для нее, вы император, вы денежный мужчина. Она считает, что вы человек, который может много чего дать, но, к сожалению, вы не даете. Вот она, понимаете, как она считает, что вот даже если вы разошлись, вот вы все равно обязаны ее содержать. Знаете, как некоторые мужчины, особенно там обеспеченные, делают.
они какую-то определенную сумму, там, ну, чуть ли не до конца жизни, дают такие алименты для жены, назовем так. Вот она считает, что и вы должны это давать, но вы не даете. И она сейчас вся бедная, несчастная. Она сейчас в депрессии, у нее с мужчинами проблемы. Ну, начнем с того, что, как я уже сказала, что мужчины видят ее вот эти крышесносцы периодически, да, если можно это так назвать, очень культурно. Поэтому она сейчас вот в дилемме, перед дилеммой стала, что ей делать дальше, как ей с вас какие-то деньги взять, но она понимает, что, ну как, ну силой она у вас деньги не возьмет, она у вас ничего не отнимет, да, силой. Ну то есть она запуталась, она в тупике, но в то же время у нее финансовые проблемы. Давайте-ка спросим теперь основной вопрос, будет ли она вам мстить все-таки или нет. Вот знаете, я вот боюсь, что все-таки она может снова в очередной раз пойти к какой-то там ведьме, колдунье, куда угодно. У нее такие мысли есть, чтобы, ну так сказать, вообще, знаете, наложить то ли такую, ну, порчу, не порчу, да, не хочу никого пугать, но здесь есть такие мысли, чтобы вообще, ну, человека не было. Я так очень аккуратно это говорю, да, не хочу в эфире говорить никаких плохих слов. Хотя у меня сейчас очень много плохих слов на языке крутится. Но вот она перед дилеммой, знаете, вот и хочется, и колется. Вот я вам покажу сейчас карту, да, это такая самая моя нелюбимая карта, вот десятка мечей. Ну, то есть можно посмотреть на нее и понять, чего она хочет. Она это хочет сделать, но пока она в тупике. Вот и хочется, и колется, она обдумывает, стоит ли делать этот вариант, просто чтобы отомстить. Просто женская такая зловредность. По типу, ну не доставайся же ты никому, да, вот ты мне не достался, ты меня вышвырнул, ты мне не даешь денег, ты мне не пускаешь обратно, да. И вот у нее такие мысли, что, может быть, сходить, да, вот этих вот всех гадостей наколдовать. Поэтому будьте осторожны, ребята, особенно вот если вы тесно общаетесь, да, с бывшей, ну, старайтесь, по крайней мере, хотя бы не пускать ее в свой дом. Старайтесь не есть, не пить ничего из рук ее, особенно если вы вхожи в ее дом. Даже если вы ходите к детям, лучше возьмите ребенка, там, пойдите где-то в кафе, в парк, погуляйте, да, но старайтесь нигде не кушать. Хотя понятно, что сейчас много чего и по фотографии можно сделать, и под двери, и под клады, и забор удачи можно сделать. Ну, то есть гадостей магического характера очень много. Поэтому будьте бдительны. Вот она, понимаете, она бы хотела очень отомстить. Вот возвращаясь к нашему вопросу, она бы хотела бы очень отомстить, но она пока в раздумьях, стоит ли идти. Ей, с одной стороны, кажется, что а вдруг вы прозреете и начнете вести себя по-другому, вдруг она сможет с вас что-то урвать. Но я не уверена, что она этого дождется, абсолютно нет. Она может ждать сколько угодно, вы вряд ли будете давать ей деньги. Детям, да, но ей нет, абсолютно нет. Поэтому будьте осторожны. Вот она, я не могу сказать, что она вынашивает прям какие-то такие, чтобы там кислоту облить или еще что-то. Но вот именно у нее мысли на такие вот нехорошие темы, именно магического характера. Она может сделать, смотрите, она может сделать на одиночество вам. Она может сделать вот то, что я говорила, не доставайся же ты никому. Поэтому, ну, если у кого есть желание, можно всегда поставить защиту, да, вот именно от магического воздействия. Добро пожаловать, пожалуйста, всегда можно поставить защиту. Но такие мысли она вынашивает. Воплотит она их или нет, это уже будет другая история, да. У каждого это будет по-своему, но тем не менее, вот такую месть она вынашивает пока на уровне планов. А там решится или нет она это сделать, это уже будет зависеть, наверное, исключительно от ее какой-то совести, человечности. Ну, если там есть какая-то человечность. Хотя
У человека с психическими отклонениями, ну там уже, ну, честно говоря, ничему не приходится удивляться. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!